Путин планирует продолжение войны, неожиданные перестановки в Кремле и исчезновение лидеров. Что может ожидать Россию уже в этом году? Первые поставки и первые скандалы. Трамп отправляет оружие в Украину, пока его самого в Сенате пытаются обвинить в жестоких преступлениях. Польские военные в Украине. НАТО отправит войска. О чем договариваются и как отреагирует Москва? Россия уходит в минус, население уменьшается растущими темпами, и война даже не основная причина. Что же тогда? Расскажем обо всем. Достойны ли вы соцвыплат, теперь решит искусственный интеллект. Взятку ему не дашь, компромат не используешь. Сколько людей потеряют работу? Об этих и других главных событиях вечера четверга, 18 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Тихая война в Кремле становится все громче. Башни больше не соперничают, они теперь воюют. Дмитрия Козака выдавили из ближнего к диктатору круга. Институт изучения войны связывает его отставку с принципиальными расхождениями с правителем. Козак настаивал на переговорах с Украиной, а увольнение – это сигнал, что ставка делается на продолжение войны и максималистские требования. Смотрите, мы пока указ не публиковали, указа нет. Я могу подтвердить, что действительно он подал в отставку. Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку. Это действительно так. А он указал какую-то причину? По собственному желанию. Да, ушел в отставку он вроде как сам 17 сентября. Но российские медиа пишут, что случилось все намного раньше и не по собственной воле. Вероятное решение Путина вытеснить из своего близкого окружения известного чиновника Кремля после его выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина. Фон у Козака неудобный для ястребов. Напомним, на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года он оказался единственным, кто выступал против полномасштабного вторжения. В начале войны Козак посредничал по соглашению, которое исключило бы вступление Украины в НАТО. Путин отверг, потому что хотел аннексии украинских территорий. Скажите мне и коллегам ваше мнение. Киевские власти будут выполнять Минские соглашения или нет? При обычном развитии событий не будут. Не будут никогда. В последние месяцы по западным и российским источникам Козак советовал немедленно остановить боевые действия, запустить мирные переговоры и урезать влияние силовиков, после чего стремительно потерял вес. Когда-то он курировал украинское направление, но в 2022-м его передали Сергею Кириенко. Теперь сообщается, что Кириенко забрал у Козака и молдавский портфель, так называемый, тоже. Уход Козака цементирует власть Кириенко в администрации и консенсус вокруг продолжения войны. Как думаете, может быть, мы все ошибаемся, и Путин на самом деле действительно хочет закончить войну? Пишите свое мнение в комментариях, для нас это очень важно. Первая помощь из Вашингтона, ПВО, ракеты и деньги. Киев запускает новую линию поставок. Президент объявил об этом, но всех деталей не раскрывал. Правда, его слова подтвердила глава Европарламента. Прежде всего, мы продолжим ослаблять российскую военную машину с помощью скоординированных и жестких санкций. Мы уже работаем над 19-м пакетом санкций. Переговоры продолжаются. Мы усилим нашу гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины, а также будем активнее сотрудничать с международными партнерами и инвестировать в собственное производство Украины. По словам Зеленского, первые партии по новой программе США и европейских союзников включат дорогие ракеты для Patriot и HIMARS. Через механизм НАТО PURL Украина уже закрепила более $2 миллиардов на закупку американского вооружения и ждет, что в октябре эта сумма дойдет до $3,5 миллиардов. Две стартовые партии по $500 миллионов каждая точно пойдут с ракетами ПВО. Ставка на небо остается ключевой. Украина критично зависит от дальнобойной западной ПВО, чтобы сбивать российские ракеты, и после новых ударов с высоким числом мирных жертв Киев снова требует больше систем и боеприпасов, и теперь обещанные поставки должны закрыть хотя бы часть этой дыры.
Россия проваливается в демографическую яму. Закрытые отчеты рисуют обвал на полвека вперед. Украинская разведка заявляет, в ближайшие 50 лет население РФ может сократиться минимум на 25%. Главная причина – война, которая унесла уже более миллиона жизней граждан. Экономика хрипит от нехватки людей, предприятия жалуются на дефицит рабочих рук, профтехи на пустые аудитории. Самые мрачные провалы на Дальнем Востоке, откуда Кремль выгреб мужчин на фронт. Потери армии исчисляются более чем 1 миллион убитых и раненых. Это прежде всего мужчины от 20 до 35 лет. Фундамент любой демографической пирамиды. Даже официальная статистика раньше мигала красным. За первые 5 месяцев того года, когда началось полномасштабное вторжение, Росстат зафиксировал минус 430 300 человек. И это был только старт. Власти, по данным разведки, пытаются затыкать дыру мигрантами и тут же вербуют их на ту же войну. Парадокс: на поверхности внутри страны поддержку войны декларируют больше 70% населения. Вопрос остается главным: чем режим собирается платить за эту демографию через 10, 20 или 30 лет, если уже сейчас не хватает тех, кто должен жить, работать и рожать? Киев встречает варшавский военный рейс. Министр обороны Польши Владислав Косiniak-Камыш приехал не тянуть время, а говорить максимально жестко и прямо. Вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши он прибыл утром 18 сентября. Впереди переговоры с украинским руководством. На столе военное сотрудничество, дальнейшая поддержка Украины в противостоянии российской агрессии и безопасность всего региона. Ставки очевидны, чем обернется этот визит: новыми решениями или усилением помощи, или только списком намеченных шагов. Как думаете вы, какой из этих вариантов окажется правдой? Не забывайте писать в комментариях свое мнение прямо под этим видео. Судьбу соцвыплат решит алгоритм. Достоин ли ты поддержки государства, теперь будет решать искусственный интеллект. Сначала алгоритм будет давать рекомендации местным органам власти в Казахстане, ну а дальше подключат мобильное приложение. Он включает использование Computer Vision через мобильное приложение FSM Social. С начала 2025 года обследовано 100 тысяч семей, изучено 90 тысяч заявлений с фото условий проживания, что обеспечивает высокую точность прогнозов. Планируется пилотное применение модели для новых заявлений на АСП с последующим сбором статистики по решениям. Параллельно Минтруд страны рисует карту рисков для рынка труда. Проанализировали 423 группы профессий и получили неутешительные данные. Около четверти рабочих мест, это 2,2 миллиона человек, под умеренным или высоким риском автоматизации. Из них более миллиона могут заменить генеративные модели. Сильнее всего удар может прийтись по мегаполисам Алматы, Астане и Шымкенту, где автоматизация способна задеть до трети всей занятости. Уязвимые сферы: финансы, IT, наука и здравоохранение. Власти уверяют, массового вытеснения не ждут. В стране дешевый труд, поэтому компании будут автоматизироваться постепенно, по мере выгоды. Но кадровый голод уже здесь. Нужны дата-сайентисты, инженеры по данным, аналитики, этические эксперты и аудиторы искусственного интеллекта. Особенно в госсекторе, где не хватает профильных программ, зарплаты ниже, а специалисты утекают в бизнес или за рубеж. Диктатор делает ответный шаг. Карибский нерв на взводе. Каракас спускает на воду корабли. Венесуэла начала 3-дневное учение. Приказ отдал лично Николас Мадуро. На кадрах ГосТВ все устрашающе выглядит. Истребители СУ идут строем. У берега маневрируют корабли. Амфибийные танки выходят на пляжи Лаурчилы. Пехота закрепляется на позициях. Сегодня наш главнокомандующий приказал провести учение, кампанию под названием «Караибы Соберано-200». Это именно маневры, так они и называются. И они будут проведены на островке Ла-Арчила в Карибском море на территории Венесуэлы. Чтобы примерно показать это на карте за моей спиной. Вот здесь находится Ла-Арчила, островная территория площадью примерно 43 квадратных километра. Посыл прозрачен. На фоне обострения США Каракас демонстрирует, что готов играть жестко и на суше, и на море, и в воздухе. Как думаете, это просто демонстрация мускулов или новая линия конфронтации в Карибском бассейне? И Мадуро готов воевать с Трампом на самом деле?
С новой силой разгорается скандал по делу Эпштейна. Директора ФБР на слушаниях в Палате представителей атакуют за укрытие материалов. Демократы и один республиканец требуют раскрытия, а Патель парирует судейскими запретами и тем, что у бюро мало информации на руках. «Мы раскрываем столько, сколько закон позволяет», — говорит глава ФБР и объясняет этим разворот администрации Трампа по публикации документов. В мае, как сообщается, генпрокурор Бонди доложил Трампу, что его имя действительно неоднократно упоминалось в материалах по делу Эпштейна. А уже в июле вы с этим же генпрокурором выпустили меморандум, в котором утверждается, цитата, «дальнейшее раскрытие неуместно и не требуется». Всего за несколько месяцев вы превратились из борца за прозрачность и подотчетность в соучастника сокрытия и сговора. Жестокое сражение в судовом формате было скорее похоже на битву, чем на суд. Атаки, контратаки, интрига, и трудно угадать, где добро, а где зло. Почему вы не публикуете весь архив Эпштейна, включая имена участников секс-преступлений, как обещали до назначения на пост директора ФБР? Я не собираюсь публиковать загруженную порнографию. Я об этом не спрашивал. Я спрашиваю о других файлах. Каких именно? Скажите мне. Вы утверждаете, что нет видеоматериалов, уличающих других участников секс-преступлений Эпштейна? В соответствии с ордерами и сборами, проведенными господином Акостой, это все, что у нас есть. И среди этих материалов нет ничего, что касалось бы других участников изнасилований несовершеннолетних? Насколько мне известно, нет. Широчайшее познание в географии и понимание экономических трендов не раз спасало Лукашенко. Правда, в основном от скуки. Но теперь он все понял про Африку. Африка, берегись. И вообще там тренд в Африке такой, я его, наверное, уловил, извините за нескромность. Они не хотят с большими государствами сотрудничать. Они, вот этот колониализм, этот у них в крови. Они не хотят. Ни с Францией, ни там Германией, Америкой, даже Китаем. С Россией, чтобы по старинке Советский Союз. Все это на фоне проблем в самой Белоруссии и разговоров об электоральной кампании 29-30 годов. Планы идут далеко. Но я тоже не буду в стороне. Картошка картошкой, но надо хранилище все мобилизовать. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.